Приветствую всех на канале, меня зовут Александр, и сегодня познакомлю вас с автомобильным светом от китайской компании OSLAMP. Даже имя бренда использовано созвучное имени признанного лидера в производстве продуктов освещения немецкой компании Osram AG. На AliExpress, где приобретались данные лампы, есть официальный магазин. Ссылку на него размещу под видеороликом. Магазин предлагает большой выбор светодиодных автомобильных ламп, сгруппированных в несколько серий. В моем варианте это серия S6. Доставка возможна из Китая, Испании и России. Соответственно, доставка из России для граждан этой страны сокращается до недели. Лампы упакованы в такую оригинальную картонную коробку, в пути не пострадали, только сама упаковка. Ну и, конечно же, любая ваша покупка на AliExpress станет еще выгоднее, если вы зарегистрируетесь и воспользуетесь кэшбэк-сервисом от компании EPN. Ссылка в описании. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. На тыльной стороне коробки проиллюстрированы другие 4 серии LED-ламп. Это S1, S2, G9, S5, которые отличаются конструктивно внешне и элементами охлаждения. Также здесь схематично проиллюстрированы 5 параметров лампы. Это теплоотвод, стоимость, тип света, яркость и бесшумность. Если за основной критерий выбрать уровень яркости, то менее яркой из этих серий является S1. Она же самая дешевая. Лампы 3 оставшихся серий имеют одинаковое значение яркости, равны по стоимости, но серия 5 выигрывает по уровню бесшумности и теплоотводу, а серия G9 проигрывает по уровню бесшумности. Открывается коробка следующим образом. В комплекте буклетик с инструкцией гарантии только на английском языке, в которой пошагово проиллюстрировано, как устанавливать лампы различного типа. Пара лампочек уложена в ячейки в сером поролоне, и стоит эта пара чуть более $24. Да, лампы одной серии еще отличаются по типу, то есть количеством установленных LED-элементов, наличием металлического козырька для изменения формы светового пучка и вилкой питания, или как его называют, сокет. У меня серия S6 тип H7, который указан на бирке. Вилка имеет 2 плоских металлических контакта с отверстиями. Эта лампа работает только в одном режиме, то есть нет переключения с ближнего на дальний свет. Но в магазине можно приобрести лампы с 2 режимами работы. И на этой бирке указан тип H7. Каждая лампочка имеет кабель длиной около 125 мм. Лампа типа H7 имеет металлический корпус, задняя часть ребристый радиатор в виде куба, в который встроен небольшой активный кулер, который отводит тепло в сторону обратную от LED-элементов. Конструктивно в цилиндрическом корпусе установлены по обе стороны 2 платы, на которых впаяны по 2 светодиода. Итого в каждой лампочке 4 светодиода. Также здесь имеется такое пластиковое кольцо, которое защелкивается при повороте на 45 градусов. Для плотности установки используется вот такое резиновое колечко. Ее габариты: высота 85 мм, диаметр 14 мм и площадь радиатора 37 на 37 мм. С техническими параметрами можно ознакомиться по ссылке на странице с товаром. Потребляемая мощность одной лампы в рабочем режиме от 29 до 35 Вт. Температура чисто белого цвета 6500 Кельвин. Напряжение питания 12 или 24 вольта. Вообще диапазон напряжения широкий, от 9 до 32 вольт. А рабочая температура от минус 40 градусов до плюс 80. Заявленный световой поток одной лампы 3500 люмен. Защита от воды и пыли IP65. На вилке не указана полярность, но если вы перепутаете питание, просто драйвер, встроенный драйвер не подключит лампу.
При подаче питания кулер сразу запускается и работает постоянно. Лампа устанавливается в фару таким образом, чтобы светодиоды четко смотрели вверх и вниз. Ну а для сравнения покажу, какое освещение дает накамерный свет, когда мы включим все 96 установленные здесь на панельке светодиодов. Вот такое освещение. А вот такое освещение обеспечивает 4 светодиода в этой лампочке. То есть 4 светодиода и 96 светодиодов. Упс! К сожалению, лампы у меня уже забрали. И их установка в фары автомобиля, а также тесты стали невозможны. Но будем считать, это просто была распаковка и коротенькое знакомство. А познакомиться с тем, как справляются лампы с освещением при движении автомобиля в темное время суток, вы сможете в видеороликах других авторов YouTube. Подписывайтесь на канал и всем удачи. Пока, увидимся.